Сейчас вы узнаете всю правду о послойной заливке эпоксидной смолы. Сегодня у нас будет видео не изготовления какого-то изделия, а мы попробуем разобраться в вопросах послойной заливки эпоксидной смолы. Лично мое утверждение, что переходы между слоями эпоксидной смолы после обработки потом в дальнейшем будут видны. Но некоторые мастера со мной не согласились и опровергли мои слова. И может быть действительно я абсолютно не прав, и можно как-то там залить, чтобы слои эти были не видны. Вот я приготовил такие прозрачные формы. Их размер 10 на 10 сантиметров. Почему я изготовил 3 формы? Дело в том, что мастера мне говорили, что они заливают на немного не застывшую смолу. И тогда переходы не видно. И вот мы с вами проведем эксперимент, зальем эти кубы тремя слоями по 3 сантиметра. В каждой емкости я пронумерую их, мы будем заливать последующие слои на разных этапах застывания первого слоя, чтобы мы все могли убедиться, как будет вести себя смола, когда там она заливается на незастывший слой, или там не совсем застывший, и там на полностью застывший. Итак, вот у нас 3 стакана с эпоксидной смолой, в каждом по 270 грамм. Мы будем использовать смолу для объемных заливок, которые можно взять и просто залить вот так 10 сантиметров одним слоем. Эта смола будет застывать в течение недели. И мы будем приходить там через день и проверять твердость наших слоев, чтобы понять, когда нам заливать уже последующие слои. Итак, сейчас я наливаю и ухожу. Ну что, прошли ровно сутки после заливки первого слоя. И сейчас мы посмотрим состояние смолы. Как она застыла хоть чуть-чуть или нет. Ну, она вообще еще совсем жидкая. Я думаю, конечно же, в такое состояние лить мы не будем. Что еще мы здесь видим? Мы видим, что у нас произошло капиллярное натяжение по краям. Вот видите, приподнятые края. И вот так они идут по всему периметру. И смола как бы выглядит, ну, таким корытцем небольшим. В помещении, где сейчас находится смола, комнатная температура примерно где-то 24-23 градуса. Все, оставляем эту смолу сейчас в покое еще на сутки. И вернемся, проверим через сутки. Просто после нескольких попыток залить послойно, и я увидел, что при любых там обстоятельствах слои все равно видны после обработки, я решил больше этим не заморачиваться вопросом и брать просто объемную смолу для объемных заливок и заливать. Зачем мне заливать по 3 слоя, если вот такой куб можно залить одним слоем и просто не мучиться. Хотя иногда нужно так залить какую-то деталь или еще какой-то сделать 3D-эффект, то там нужна послойная заливка, то есть залить, положить какую-то вещь, потом еще залить, или там цветы какие-то заливать на разных уровнях. Тогда там не обойтись без послойной заливки. Так, ну что, уже прошли вторые сутки. Сейчас проверим состояние смолы. Ну, смола, конечно же, еще очень мягкая, но сверху уже слой, ну, такая, знаете, застыла корочка. То есть, если вот уже взять палочку, вот поставить, просто вот я поставил, то ее можно убрать, и она не будет прилипать. И если сейчас залить смолу, она и продавит ее, и будет вмятиной. Хотя, в принципе, может быть и нет. Может быть, и можно и попробовать залить сейчас. Ну вот, прошло буквально 5 минут, и поверхность смолы, она выровнялась. Все вот эти вмятины, они ушли. Можно, конечно, было залить и 1 сантиметр для того, чтобы проверить эти слои. Но почему я хочу залить 3 сантиметра? Для того, чтобы был вес и было видно, продавливает оно, не продавливает. Потому что 1 сантиметр это совсем мало. Ну что, давайте немножко посмотрим. Вот сверху смотрим. Все прекрасно, великолепно, прозрачная смола. Никаких переходов, ничего нет. Снизу, так же как и сверху, ничего не видно, никаких слоев, все прекрасно. Смотрим чуть-чуть под углом с торца, все. Мы видим вот эти все провалы, вот эти волны. То есть вот этот слой верхний, он деформировал нижний слой. Пусть она застывает, и мы посмотрим. Может быть, она застынет, и он пропадет, этот слой. Ну что, наступили у нас уже 3-е сутки после того, как мы залили первые слои в наши кубики. Вчера мы с вами залили на
не совсем застывший слой в первый кубик. Вот так деформировался нижний слой, когда мы налили вот вчера. То есть вчера он был чуть-чуть еще так деформирован, а за ночь и вот, ну, за сутки он вот продавил, прям получились такие, знаете, горы кордильеры. А сегодня мы будем с вами заливать следующий слой во второй кубик. Смола здесь уже достаточно подзастыла, чтобы не было провалов, ну я так думаю. Ну а теперь давайте рассмотрим наш слой уже во втором кубике, в каком он состоянии. Так, смотрим, вот мы берем палочку, шпажку вот такую, и видите, я как бы стучу по ней, ну, слышно, да? Под своим весом я ставлю вот эту шпажку, вот. Она ее вроде бы как не проминает. Давайте посмотрим поближе. Ну, проминает, но чуть-чуть буквально. То есть не так, как вчера, что она уж прям тонула. Если же мы надавим чуть-чуть, давайте надавим. Вот, видите? То есть слой, ну, прям, ну, не камень, ну, не застыл он прям совсем. Так, заливаю я еще 260 грамм. Главное, чтобы смола не продавила опять нижний слой. Так, сверху ничего не видно. Снизу тоже ничего не видно. Так, а вот с торца, ну, видим явный переход. Прям корытом таким, как нижний слой застыл. Так мы видим и переход. Но у нас уже не продавливает нижний слой. То есть он у нас ровный. Может быть, еще так случится, что может он продавить еще этот нижний слой. Ну, по идее, не должен, но кто его знает. Почему же опасно заливать второй слой смолы на не до конца застывший первый слой? Когда вы заливаете в большие формы, допустим, ну, там, полметра на полметра делаете вы куб и хотите послойно заливать. Или, например, большую огромную столешницу, ну, там, такой вот толщины. Когда вы залили слой смолы в форму, то реакция застывания начинается не по всей площади смолы, она начинается с середины и распространяется к краям. То есть в середине она застывает быстрее, чем по краям. И если вы посмотрели, потрогали, середина уже достаточно твердая, чтобы можно было заливать второй слой, то по краям вы, когда зальете смолу, она у вас, ну, просто продавит вот эти края и будет как у нас вот в этом первом кубике. Вот я сейчас вам покажу, как выглядит даже на маленьком образце. Посередине я пальцем нажимаю, и палец не прилипает к смоле. А если, допустим, где-то ближе к краю, ну, вот, например, вот здесь, видите, смотрите, вот он тянет за собой, вот, такой, ну, более жидкая она. А в середине нет, пожалуйста, вот я вам нажимаю, никаких вот. Тоже мягкое, но оно не тянет за собой. Это для того, чтобы вы понимали, как работает процесс застывания смолы. Наступили уже 5-е сутки нашей послойной эпопеи, и сегодня мы посмотрим, как выглядит вчерашний залитый слой во втором кубике. Так, смотрим, у нас ничего не продавило, все ровное, провалов нет. Слой мы видим. И зальем еще один слой в первый кубик. После предыдущего слоя в первом кубике прошло где-то 1,5 суток. И смола здесь, она уже загустела, но не покрылась еще такой сухой коркой. То есть она мягкая и слой липкий. И мы попробуем налить на липкий слой и посмотрим, как оно будет интегрироваться в этот слой. Зальем слой следующий в 3-й кубик, потому что смола здесь уже застыла. Вот, я бью прям шпажкой по поверхности и понимаем, что она уже такая твердая. Если нажать на поверхность, то она будет, ну, проминаться так немного. Но это состояние уже, она такая достаточно твердая, чтобы на нее лить уже ничего, никаких изменений с ней не будет. Замешал я смолу для этого кубика, и пока выходят пузырьки, я сейчас вам расскажу еще об одном моменте, который вы должны учитывать, если вы займетесь послойной заливкой. Так, смотрим. Вот, смотрите, у нас слой нижний и верхний. Верхний слой у нас не продавил нижний, но если мы посмотрим, то мы увидим, что нижний слой такой вот неровный, вот там
даже видно, вот ямка такая вот с краю. И такие вот оптические переливы. И не идеально ровная плоскость. Вы можете наблюдать, вот в свете видно это. Почему так происходит? Когда вы заливаете маленькую площадь заливки, то после застывания поверхность смолы может получиться, ну, более-менее ровной. Но все равно где-то будет, ну, какая-то небольшая, еле заметная волна. Но если вы заливаете большую площадь, там 50 на 50 или там метр на 50, то после застывания поверхность смолы, она практически всегда будет, ну, вот такая неровная. И иногда появляются такие пятна, непромесы такие, вот бывает там не перемешался отвердитель со смолой, и где-то он там всплывает. И вы вроде бы мешали и долго все, но это не исключено, такое может быть. И вот эта неровность поверхности смолы, она уже начинает образовываться, ну, примерно на третьи сутки. Идет реакция отвердителя и смолы, и она не может там идеально прям застыть. И чем больше смолы, тем, естественно, сильнее идет реакция. Поэтому те, кто начинает, всегда помните, что после застывания смолы она не будет идеально, прям как зеркало. Она будет все равно какими-то волнами или с какими-то там дефектами. И поэтому все мастера после застывания поверхность фрезеруют фрезером, ну или там шлифуют на станках, там, ну кто как делает, и полирует эту поверхность, понимаете, чтобы убрать вот эти вот неровности. Так, ну что, наливаем в первый кубик третий слой. Напоминаю, здесь слой еще липкий такой. Посмотрим сейчас, что получится. Ну что, приступаем к третьему кубику. Давайте проверим состояние смолы. Ну что, давайте посмотрим. Так, видно, что переход есть такой же, как и во втором кубике, где мы заливали на не совсем застывший слой, но уже такой, чтобы не продавливалось. Ну все, оставляю я для полного застывания этот кубик. И потом мы еще зальем сюда третий слой. Будем разбирать формы, срезать вот эти края, вот эти корытца и шлифовать, чтобы посмотреть, как нам получится. Первый кубик у нас постоял 20 минут. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, видим, да, что тоже продавило. Хоть и слой чуть-чуть меньше, но все равно, ну, такие вот продавленные моменты. Все, с этим, я думаю, понятно нам. Ну что, наступил очередной день нашей послойной эпопеи. Нам пришлось переместиться на улицу, потому что на линии электропередач идут ремонтные работы, и у нас отключили электроэнергию. Сегодня мы с вами зальем во второй кубик последний третий слой. Я выждал немного меньше времени, чем с первым слоем, потому что мне хотелось уловить вот прям точную вот эту границу между тем, когда смола будет продавливать слой, и когда она уже не будет продавливать. Первый слой я ждал 3 суток, а вот этот слой я подождал, ну, где-то 2,5 суток. Давайте посмотрим переход слоя. Видим, да, что вроде бы ничего не видно, никаких переходов. Вот поднимаем, видим, да, прекрасно видно 2 слоя. Но выводы еще делать рано, потому что когда мы снимем форму, все обработаем, отшлифуем, отполируем, залакируем, может быть, будут изменения. Получается, она уже так затвердела, но такая еще вот мягкая. Не знаю, продавит этот слой или не продавит, но я думаю, что он не продавит. Ну, то есть, я считаю, что вот этот интервал между первым кубиком, вот где продавливает слой, и вот уже вот здесь, ну, меньше уже интервал не сделаешь. Поэтому будем заливать вот так и будем смотреть. На пузырьки не обращайте внимания, потому что наша цель была залить смолу именно со слоями, а не без пузырьков. Поэтому с пузырьками это совершенно отдельная тема еще.
Смотрим. Вот только как мы залили смолу, переход между слоями в ближайший час-два, вот он виден, да, сильно. А вот второй вот этот переход, который мы заливали раньше, он уже не так заметен, ну, со временем. Потому что, наверное, все-таки как-то смола немножко друг с другом интегрировалась, что ли. Но когда мы опускаемся, смотрим с торца, мы видим, что, да, переход, ну, виден он. Ничего тут не сделаешь. Так, что-то я тут наблюдаю. Ну, ясно. Слой деформировался. Хоть мне показалось, что и нет, а он начал продавливать. Значит, я не угадал, поэтому будет как есть. Да, вот этот слой нормально через 3 суток не продавило, а вот 2,5 суток вот этот слой все-таки его продавило. Хотя вот эти 2 слоя, когда я там нажимал шпажкой, они практически одинаковые были. И причем, заметьте, пошло продавливать не середину, а именно с краев, как я вам говорил. А середина, она пока достаточно ровная. Все, отправляем застывать полностью. Мы еще будем все это шлифовать. Еще самое интересное впереди. Все-таки сегодняшний день еще не закончился. Наступил вечер, и я решил залить 3-й слой в 3-й кубик. Почему я решил залить это сегодня? Прошло ведь всего лишь 2 суток после того, как я залил вот этот слой. И по идее она должна быть, ну, мягкая. Да, она вот видите мягкая, но я уносил ее в другое помещение, где поднял температуру до 28 градусов. И она застывала при температуре там 28 или 29 градусов. И, естественно, застыла она быстрее. Я посмотрел, поверхность липнет, но достаточно твердая. И я сейчас попробую залить 3-й слой в надежде, что она ее не продавит, этот слой, и получится самый минимально видимый переход слоев, или же вообще невидимый. Так, ну что, смола в 3 кубиках у нас уже полностью застыла. И сейчас мы снимем с вами форму и начнем их обрабатывать. Все кубики у нас отшлифованы и отполированы до идеально зеркального состояния. Как вы только что видели, я форму не снимал, а срезал ее. Сделал я это для того, чтобы снять вот это капиллярное натяжение, потому что оно могло искажать наши слои, и, может быть, они могли быть более заметны. И вот мы сейчас смотрим на наши кубики и видим, что никаких переходов слоев не видно. Но мы сейчас будем их рассматривать не с позиции, что мы сняли ролик для соцсетей и показали, смотрите, как мы залили послойно красиво, а рассмотрим мы его с позиции вашего будущего покупателя или клиента, который у вас, ну, к примеру, закажет вот такие кубики. На несколько минут вы сейчас представьте, что это вы сделали эти кубики на заказ для меня, а я пришел у вас их, ну, забирать и с вами рассчитываться. Ой, какую красоту вы сделали! Ну прямо как кусочки льда. Ой, как красиво они блестят. Я возьму, можно посмотреть? Ой, ну какая же красота, посмотрите. Ой, прям вообще так мне нравится. Подождите.
А что это такое? Вот как будто как какой-то застывший желатин внутри. Что-то я не понимаю. Ну, я чуть-чуть ошибся там со слоями, залил, чуть-чуть там продавило. Нет, ну так, конечно, не пойдет. Это надо будет переделать. Конечно, так красиво смотрится, но мне такое вот не надо. А этот кубик нормально получился? Ой, как хорошо вы красиво отполировали, прям мне очень нравится. Так, а это что такое? Какой-то шов какой-то, какая-то линия. И вот тут тоже вверху как будто как желе какое-то застывшее. Что это такое вот? Ну, это потом пройдет или это так останется? Ну, конечно, смола уже застыла, естественно, это так все и останется. Это так останется навсегда? Да. И всегда так это будет? Да. Нет, это тоже надо будет переделать. Такое мне не нравится. И что, получается, что и с этим кубиком то же самое? Да, действительно, вот видны вот эти вот слои. Ну а как так получилось, что вот эти вот слои так видны? Ну потому что я заливал смолу послойно. Поэтому так получилось. А как я еще вам залью? Если я залью целиком, то она закипит и все, и ничего не получится. Ну, извините, это ваши проблемы, как вы там заливаете. Я хотел, чтобы вообще была смола единым целым, вот как будто это кусочек льда для моей вот коллекции. А не какие-то вот тут слои, какие-то пирог какой-то. Ну, не сильно там это заметно, если так чуть-чуть. Вот. Мы с вами договаривались, что слои видны не будут. А они видны, я их вижу. И мне такое не устраивает. Нет, наверное, все-таки, вы знаете, заберите вы эти работы себе, верните мне аванс, а я пойду искать другого мастера. И скажите спасибо, что вообще я на вас в суд не подал и не потребовал компенсацию за потраченное мое драгоценное время на вас. Ну а теперь давайте серьезно рассмотрим наши кубики и вспомним, когда и на каком этапе мы заливали смолу в какой кубик. Так, первый кубик у нас. Это мы заливали смолу, где у нас продавило оба слоя. Ну вот давайте посмотрим так чуть-чуть под углом. Ну, видим, да, что слоев, в общем, не видно. Если мы смотрим на свет, то видим все вот эти переходы, как желеобразные какие-то волны. Мы видим, что они просматриваются. Сказать, что здесь ничего не видно, я так не скажу. Все прекрасно здесь видно и все прекрасно здесь просматривается. Кого устраивает такой вариант, пожалуйста. Лично меня такой вариант не устраивает. Второй кубик мы заливали с вами на первый слой, который был мягкий, он такой был не застывший, но и уже он не продавливался верхним слоем. И видим, как отчетливо видно этот шов, прям очень видно. А вот верхний слой, это тот, который я хотел залить на самой минимальной грани между жидким слоем и уже затвердевшим. И я думал, что он уже затвердел, а он все-таки начал продавливать. Видим, да? Все видно. Ну и третий кубик. Так, смотрим. Нижний слой это залитая смола, ну вот вообще уже на твердый слой. И второй вот этот переход, это где я тоже заливал на мягкую смолу, все пытался там найти эту грань. И как видим, что особой разницы между ними, в общем-то, нет. Да, чуть-чуть вот нижний шов он более виден, чем верхний. Но, честно говоря, видны они оба прекрасно. Но видимость вот этих слоев, которые вы сейчас увидели, это не основная причина, по которой мы отказались от послойных заливок. Послойная заливка — это неплохо, и мы не против послойной заливки. Это просто лишь одна из методик, которую можно использовать при изготовлении каких-то предметов. Есть такие условия, где просто не обойтись без послойной заливки. А есть такие условия, где послойная заливка просто неприемлема. И вот сейчас я вам продемонстрирую основную причину нашего отказа от послойной заливки. Смотрите, как выглядят переходы слоев после полировки. Видно, да? Смотрите, переход как выглядит. Прям на луче видно, что прям прерывается этот луч. Сейчас еще давайте повернем. Вот, видно, да? И так мы будем видеть каждый шов. И знаете, я вас вот уверяю, если вы пальцем проведете вот здесь, они даже ощущаются на ощупь пальцем.
Да, кто-то может сказать, что надо там аккуратней полировать, не перегревать, и тогда так не будет. Здесь полировка шла очень умеренная, с добавлением воды обязательно, никаких перегревов здесь не было. И все равно получаются вот такие штуки. И на самом деле это основная причина, по которой нам послойная заливка не подошла. И еще один момент насчет переходов вот этих слоев. Дело в том, что мы уже занимаемся очень давно, есть изделия, которые у нас стоят по 7-8 лет. И мы наблюдаем за ними, как там что происходит. Смола, как бы там ни было, за 8 лет она чуть-чуть буквально, это вообще там на микроны какие-то, она как бы все равно сжимается, как бы чуть усыхает, что ли, можно сказать. Это не увидеть глазом, это, наверное, суперточными приборами можно измерить. И это не повлияет ни на изделие, ничего. Но на вот эти стыки, переходы слоев, это влияет, потому что я заметил, что когда мы отполировали, были вот такие стыки. Вроде пальцем там проводишь, чуть-чуть чувствуется как бы, не сильно там, и ладно. А уже через 8 лет я провел как бы пальцем по этому стыку, и он выглядит так же, но на ощупь он значительно ощутимей. Поэтому тоже вы должны это иметь в виду при послойных заливках. А так, если смотреть, то по сути тут ничего и не видно, как бы никаких слоев. Можно сказать, что можно залить и слоев видно не будет. Но, к сожалению, я так сказать не могу. Ну что, по переходам слоев вы все прекрасно видели, и выводы, я думаю, сделаете сами. Конечно, кто-то может возразить и сказать, да у вас там смола не такая, кто-то там писал мне, что она там у вас сильную усадку дает, даже не зная, какой смолой мы пользуемся. Но уверяю вас, мы использовали лучшую смолу, по нашему мнению, на рынке в своей нише. Поверьте, нам есть с чем сравнить, и по нашему мнению, это лучшая смола. Не буду вас в чем-то здесь на 100% заверять, но какой бы вы смолой не сделали послойно, у вас в лучшем случае получится вот так. Теперь по поводу обливания заготовки тонким слоем эпоксидной смолы. Некоторые мастера так делают. Они отшлифуют заготовку там до крупности 600, наверное, не знаю. И потом сверху берут вот эту шлифованную заготовку, обливают тонким слоем эпоксидной смолы. И как бы получается... красиво, довольно-таки все ровненько, прекрасно. Но, допустим, если вы делаете какую-то небольшую столешницу с цветами или там с камушками и отшлифовали, сверху залили слоем эпоксидной смолы, она тут вот здесь стекла, и как бы все нормально, там шлифанули вот здесь вот снизу, и все прекрасно. Но когда вы делаете какую-то вот такую скульптуру, например, и у вас края здесь не круглые, вот как здесь, в этой заготовке, а прямые, то есть острый угол. Я, честно говоря, не знаю, как можно облить эпоксидной смолой, чтобы этот угол был, таким острым и красивым. В моем понимании, что здесь будет такой толще слой нальется, здесь он, может быть, стечет каким-то вообще другим слоем, внизу может быть толще слой, вверху тоньше, а грань, с нее все равно эта смола стечет, и она останется, вообще практически без слоя. Да, вполне возможно, что эпоксидная смола, когда она будет вот здесь стекать и застынет ровным слоем, она как-то немножко эти вот переходы слоев замаскирует, то есть будет такое оптическое преломление, и они не сильно будут видны, незаметны. И еще у меня есть одно такое опасение, что тонкий слой со временем у него может быть отслоение. Почему? Потому что однажды мы залили заготовку, я не помню, что это было, мы отшлифовали прям тысячной наждачкой, да, она была матовая, мы облили потом тонким слоем смолы, и буквально через года полтора, наверное, или через 2, я заметил, что она начала отслаиваться, вот этот тонкий слой смолы. И, естественно, сразу я принял к сведению, и больше никаких обливаний у нас не было. Может быть, нужно было крупным зерном отшлифовать, 400-м, и тогда бы оно держалось. Но однажды мы отшлифовали 320-м зерном, облили также смолой, и я посмотрел, и были видны эти царапины под смолой. Понимаете? И не скажу я, что это прям аккуратно. Я, конечно же, сейчас сделаю
обливания эпоксидной смолой, то есть отшлифую опять поверхность до крупности зерна там 600 и сверху оболью смолой. Срезал я вот эту круглую грань для того, чтобы немного усложнить задачу, чтобы вот этот угол был острым. Ну что, прошло полчаса где-то, давайте мы сразу рассмотрим, как это выглядит до застывания еще. Видим, что никаких слоев, ничего не видно, все вроде бы прекрасно. А теперь давайте мы рассмотрим все с торца более подробно. Видим, да, что все слои абсолютно видны. Но самый главный недочет поливания смолой это то, что ее нужно поливать не на гладкую поверхность, а на матовую. И смотрите, и вы видите, что наша заливка непрозрачная, она мутная. И если я сейчас приближу, вы увидите все вот эти царапины от наждачки, вот эти все барашки, они будут видны. Видите, как это выглядит, если немного приблизить? Вот видите, как угол. Вот здесь уже смола сверху стекла. Вот оно, видно матовый этот угол. То есть видите, какое качество, если обливать сверху тонким слоем смолы. Вот, абсолютно все вот эти барашки, они видны. И давайте, чтобы не быть голословным, мы рядом поставим нашу заливку, которая отполирована. Разницу вы сразу же видите, да? У нас прозрачная заливка и заливка мутная. Давайте мы приблизим и рассмотрим поближе. Так, вот видим, да? Переходим на заливку отполированную и видим разницу. Невооруженным глазом видна. Я хотел покрыть вот этот кубик автомобильным лаком, но делать я этого не буду. Я думаю, вам и так все понятно. Потому что после покрытия лаком, в принципе, он будет выглядеть точно так же, как вот этот кубик, облитый смолой. Давайте еще на вот эту мутность посмотрим, на вот эти бараны. И вот полированная заливка. Если смотреть вот с такого расстояния, да, вроде бы как они обе прозрачные. Но когда вы возьмете их в руки две, вы эту разницу очень сильно ощутите. И даже если вы заполируете вот этот тонкий слой, он уже все равно будет вот таким вот непрозрачным, этот кубик. То есть для нас обливание вот так вот смолой, это абсолютно не вариант. Потому что выглядит это неаккуратно, очень грубо смотрится работа. Но здесь я вам попытался показать, как смотреть на работу с профессиональной точки зрения и видеть все дефекты и учитывать это, а не так, что там, знаете, залил вроде сдалека нормально, все классно. Поверьте, серьезные люди, которые будут платить серьезные деньги за вашу работу, вот такие вот заливки с обливанием и вот такие мутные, все в царапинах, они даже не рассматривают такие работы. Или вот такие вот слои, которые якобы не видно. Чтобы вас долго не утомлять, давайте быстро рассмотрим наш застывший тонкий слой эпоксидной смолы. Так, смотрим сбоку. Видим, что вот здесь смола стекла с угла, и слоя здесь практически нет. А здесь такое приличная колбаса такая. Также видим сверху у нас прям видны вот эти вот барашки просматриваются. Вот они. Смотрим, здесь уже у нас стекало более-менее аккуратно, потому что угол у нас не совсем острый. Вот здесь набралось перед стеканием сюда, такая бугорок вот такой. И пошло стекать вниз. Вот эта сторона выглядит более-менее нормально, за исключением вот здесь какая-то пердуха такая образовалась, как волна что ли. Знаете, когда лака много нальешь, и он бывает там такими потеками стекает, вот это выглядит вот так. Ну а сейчас давайте мы сравним на прозрачность вот эти вот заливки, то есть обливание и полировку. Она, мне кажется, еще хуже стала после застывания, то есть она вообще ничего через нее не видно практически. Зато очень хорошо видны переходы слоев. Вот наши кубики отполированные. Видите, как все выглядит, да? Так, и ставим между ними наш кубик, облитый эпоксидной смолой. Видно, что разница даже издалека очень сильно видна. Да, возможно, этот кубик нужно было отшлифовать не 600-й наждачкой, а, к примеру, 1000-й, и он был бы более прозрачным. Или, к примеру, 1500-й наждачкой, и он был бы еще более прозрачный. Но у меня есть опасение, что от 1000-й, а тем более от 1500-й, этот слой может быть со временем отслаиваться.
Ну что, я думаю, здесь вам все понятно. Пишите в комментариях, о чем бы еще бы вы хотели узнать, и, возможно, мы снимем очередное обучающее видео. Ну что же, я думаю, что каждый из вас самостоятельно составит мнение о послойной заливке и сделает выводы. Ну а для начинающих мастеров или для любителей, если вы хотите добиться успеха в этом деле, да и не только в этом деле, а вообще в любом, вы должны стремиться делать идеально. Изучать все, пробовать, учиться на своих ошибках, учиться на чужих ошибках, если это возможно. Ищите знания у профессионалов, очень много трудитесь, не ленитесь ни в чем. И поверьте, у вас будет успех в любом абсолютно деле. Неважно, смолой вы занимаетесь, или столярным ремеслом, или вообще чем угодно.